Агата Кристи. Партнеры по преступлению. Глава 10. Жмурки. «Ладно», — сказал Томми и положил трубку на рычаг. Затем он повернулся к Таппинс. Это был шеф. Похоже, он не на шутку перепугался за нас. Выяснилось, что люди, за которыми мы охотимся, пронюхали, я вовсе не настоящий мистер Теодор Блант. Нам следует жутких неожиданностей ждать в любую минуту. Шеф очень просит тебя, в качестве одолжения, отправиться домой, сидеть там и больше ни во что не вмешиваться. Судя по всему, гнездо ос, которое мы разворошили, оказалось гораздо больше, чем кто-либо мог себе представить. Все это глупости насчет моего возвращения домой, решительно отрезала Таппинс. Кто за тобой присмотрит, если я уеду домой? К тому же я люблю острые ощущения. А дела в последнее время шли не слишком-то бойко. «Ну, не могут же убийства и ограбления происходить каждый день», — заметил Томми. «Будь благоразумна». Вот какова моя идея. Когда в делах затишье, нам следует каждый день делать определенный объем домашних упражнений. Лежать на спине и болтать ногами в воздухе? В таком роде. Не понимай все настолько буквально. Когда я говорю «упражнения», я имею в виду упражнения в детективном искусстве. Воспроизведение методов великих мастеров. К примеру, из выдвижного ящика рядом с собой Томми достал внушительный темно-зеленый козырек, закрывающий оба глаза. Он с особой тщательностью приладил его. Затем вытащил из кармана часы. «Сегодня утром я разбил стекло», — заметил он. Это подготовило почву для того, чтобы они стали часами без стекла, к которым так легко прикасаются мои чувствительные пальцы. «Будь осторожен», — сказала Таппинс. «Ты только что чуть не оторвал короткую стрелку». «Дай мне свою руку», — попросил Томми. Он взял ее руку, нащупывая пальцем пульс. Ара. Клавиатура тишины. У этой женщины нет заболевания сердца. «Я полагаю», — произнесла Таппинс, — «ты изображаешь Тарнли Калтона?» «Именно так», — подтвердил Томми. «Слепого разгадчика загадок. А ты — это, как бишь ее, черноволосая и розовощекая секретарша». Сверток с детской одеждой, пойманный на берегу английской реки, закончила Таппинс. А Альберт — это Фи по прозвищу Креветка. «Мы должны научить его говорить «го», — сказала Таппинс. И голос у него совсем не пронзительный. Он ужасно сиплый. «У стены возле двери», — произнес Томми, — «ты видишь тонкую полую трость, которая, находясь в моей чувствительной руке, говорит мне о многом». Он поднялся и тут же налетел на стул. «Чёрт!» — выругался Томми. «Я и забыл, что там стоит стул». «Должно быть, это ужасно, быть слепым», — с чувством произнесла Таппинс. «Еще бы», — искренне согласился Томми. «Мне жаль всех тех бедолаг, которые потеряли зрение на войне больше, чем кого-либо еще. Но говорят, когда живешь в темноте, у тебя и вправду развиваются особые чувства. Вот это я и хочу проверить, можно ли чему-то научиться. Было бы очень кстати натренировать себя быть полезным в темноте. А теперь, Таппинс, будь хорошим Сиднеем Темзом. Сколько шагов до той трости?» Таппинс наугад назвала цифры. 3 прямо, 5 влево, сгенерировала она на удачу. Томми неуверенно отмерил расстояние.
Таппинс прервала его предостерегающим криком, когда поняла, что 4-й шаг влево приведет его прямо со всего размаха в стену. «В этом что-то есть», — сказала Таппинс. «Ты даже не представляешь, как трудно определить, сколько шагов требуется сделать». «Это страшно интересно», — ответил Томми. «Позови Альберта». «Я собираюсь пожать руки вам обоим и посмотреть, узнаю ли я, кто есть кто». «Хорошо», — согласилась Таппинс, «но Альберт должен сначала вымыть руки. Они у него наверняка липкие от этих ужасных кислых леденцов, которые он вечно жует». Альберт, подключенный к игре, проявил самый живой интерес. Томми, закончив рукопожатие, довольствовался улыбкой. «Клавиатура тишины не может лгать», — пробормотал он. «Первым был Альберт, второй — ты, Таппинс». «Не угадал». Визгливо крикнула Таппинс. «Тоже мне, клавиатура тишины». «Ты ориентировался по моему обручальному кольцу. А я надела его на палец Альберта. Были проведены и другие эксперименты, но с переменным успехом. Но все еще впереди», — заявил Томми. «Нельзя же рассчитывать на безошибочность с самого первого раза. Знаешь, что я скажу? Как раз время обеда. Ты и я отправимся в отель «Блиц», Таппинс. Слепой и его поводырь. Там можно подсмотреть парочку ужасно полезных штучек. Послушай, Томми, мы вляпаемся в неприятности. Вовсе нет. Я буду вести себя как настоящий маленький джентльмен. Но даю тебе слово, к концу обеда я тебя поражу. Преодолев таким образом все возражения, через четверть часа Томми и Таппинс уже удобно устроились за угловым столиком в золотом зале отеля «Блиц». Томми легкими движениями пальцев провел по меню. «Плов из омара и цыпленок на гриле для меня», — пробормотал он. Таппинс тоже сделала свой выбор, и официант удалился. «Пока все идет как по маслу», — произнес Томми. «А теперь попробуем замахнуться на кое-что более амбициозное. Какие прекрасные ноги у той девушки в короткой юбке, у той, что только что вошла. И как ты это понял, Торн?» Прекрасные ноги передают полу особые вибрации, которые улавливает моя полая трость. Или, если быть честным, в большом ресторане у входа почти всегда стоит девушка с красивыми ногами и высматривает своих друзей, а уж при нынешних коротких юбках она обязательно этим воспользуется. Трапеза продолжалась. Мужчина, сидящий от нас через 2 столика, очень богатый спекулянт, как мне кажется, беззаботно сказал Томми. «Весьма неплохо», — с одобрением отозвалась Таппинс. «Но тут я тебя не раскусила. Я не собираюсь каждый раз раскрывать тебе секреты. Это портит все представление». Старший официант наливает шампанское через 3 столика справа от нас. А мимо нашего столика сейчас пройдет полная женщина в черном. «Томми, да как ты?» «Аха! Ты начинаешь понимать, на что я способен». А вот за столиком прямо позади тебя как раз встает милая девушка в коричневом. «Как бы не так!» — выкрикнула Таппинс. «Это молодой человек в сером». «Оу!» — смутился на мгновение Томми. И в этот самый момент 2 мужчин, сидевших за недалким столиком и с живым интересом наблюдавших за молодой парой, поднялись и подошли к их угловому столику. «Простите меня», — произнес старший из них, высокий, хорошо одетый мужчина с моноклем и небольшими седыми усами. «Но мне указали на вас, как на мистера Теодора Бланта. Могу я спросить, так ли это?»
Томми на минуту замешкался, почувствовав себя не в своей тарелке. Затем он наклонил голову. «Все именно так. Я мистер Блант». Какая неожиданная удача. «Мистер Блант, я как раз собирался зайти к вам в офис после обеда. Я попал в беду, в очень серьезную беду. Но, извините, у вас что-то произошло с глазами». «Мой дорогой сэр», — печальным голосом произнес Томми. «Я слеп, абсолютно слеп». «Что?» «Вы удивлены. Но вы наверняка слышали о слепых детективах? В художественных книгах. Но никогда в реальной жизни. И я уж точно никогда не слышал, чтобы вы были слепы». «Многие люди не знают об этом факте», — пробормотал Томми. «Сегодня я ношу защитный козырек, чтобы уберечь глазные яблоки от яркого света. Но и без него целое множество людей никогда даже не подозревало о моем недуге, если это можно так назвать. Видите ли, мои глаза не могут ввести меня в заблуждение. Но хватит об этом. Пойдем ли мы сразу ко мне в кабинет, или вы изложите мне факты дела прямо здесь? Последнее, я думаю, было бы лучше всего». Официант принес 2 дополнительных стула, и оба мужчины сели. Второй мужчина, который до сих пор не проронил ни слова, был ниже ростом, крепкого телосложения и очень смуглым. «Это дело чрезвычайной деликатности», — сказал старший мужчина, доверительно понизив голос. Он неуверенно посмотрел на Таппинс. Мистер Блант, казалось, почувствовал этот взгляд. «Позвольте мне представить моего личного секретаршу», — сказал он. «Мисс Ганг». Ее нашли на берегу Индийской реки, просто сверток с детской одеждой. Очень печальная история. «Мисс Ганг — это мои глаза. Она сопровождает меня повсюду». Незнакомец ответил на представление поклоном. «В таком случае я могу говорить откровенно. Мистер Блант, моя дочь, девушка 16 лет, была похищена при весьма своеобразных обстоятельствах. Я обнаружил это полчаса назад. Обстоятельства этого дела таковы, что я не посмел вызвать полицию. Вместо этого я позвонил в ваш офис. Мне сказали, что вы ушли на обед, но вернетесь к 2:30. Я пришел сюда со своим другом, капитаном Харкером». Коренастый мужчина кивнул головой и что-то пробормотал. «По счастливейшей случайности вы тоже обедали здесь. Мы не должны терять ни минуты. Вы должны немедленно отправиться со мной ко мне домой». Томми осторожно возразил. «Я смогу быть у вас через полчаса. Сначала мне нужно вернуться в офис». Капитан Харкер, повернувшись и взглянув на Таппинс, возможно, был удивлен, заметив на мгновение затаившуюся в уголках ее губ полуулыбку. «Нет, нет, так не пойдет. Вы должны поехать со мной». Седовласый мужчина достал из кармана карточку и протянул ее через стол. «Вот мое имя». Томми ощупал ее пальцами. «Мои пальцы вряд ли достаточно чувствительны для этого», — произнес он с улыбкой и передал карточку Таппинс, которая вполголоса прочитала «Герцог Блэр-Гаури». Она с большим интересом посмотрела на их клиента. Герцог Блэр-Гаури был широко известен как крайне надменный и неприступный аристократ, который взял в жены дочь чикагского торговца свининой, девушку намного моложе себя, обладающую буйным темпераментом, что не предвещало ничего хорошего для их совместного будущего. В последнее время ходили слухи об их разногласиях. «Вы поедете прямо сейчас, мистер Блант?» — спросил герцог с оттенком резкости в голосе. Томми уступил неизбежному.
«Мисс Ганг и я поедем с вами», — спокойно сказал он. «Вы извините меня, если я ненадолго задержусь, чтобы выпить большую чашку черного кофе?» Его подадут немедленно. Я подвержен очень мучительным головным болям, это результат моих проблем с глазами, а кофе успокаивает мои нервы. Он подзвал официанта и сделал заказ. Затем обратился к Таппинс. «Мисс Ганг, завтра я обедаю здесь с префектом французской полиции. Запишите меню обеда и передайте старшему официанту с указанием зарезервировать за мной мой обычный столик. Я помогаю французской полиции в одном важном деле. Гонорар, он сделал паузу, весьма внушителен. Вы готовы, мисс Ганг?» «Вполне готова», — ответила Таппинс, занеся ручку над блокнотом. «Мы начнем с того самого фирменного салата с креветками, который у них подают. За ним последует, дайте-ка подумать, что за ним. Да. Омлет, блиц и, пожалуй, пара торнедо по-иностранному». Он поднял глаза, встретившись взглядом с герцогом. «Вы простите меня, я надеюсь», — пробормотал он. «Ах да, суфле, сюрприз». На этом трапеза завершится. Чрезвычайно интересный человек, этот французский префект. Вы с ним знакомы, возможно? Собеседник ответил отрицательно, пока Таппинс поднималась, чтобы пойти и поговорить со старшим официантом. Вскоре она вернулась, как раз в тот момент, когда принесли кофе. Томми выпил большую чашку, потягивая кофе медленно, а затем поднялся. «Моя трость, мисс Ганг?» «Спасибо». «Указание маршрута, пожалуйста». Для Таппинс это была минута настоящей муки. 1 шаг вправо, 18 прямо. Примерно на 5-м шаге слева от вас официант обслуживает столик. Лихо взмахивая тростью, Томми двинулся в путь. Таппинс держалась совсем рядом с ним и старалась ненавязчиво его направлять. Все шло хорошо, пока они не начали выходить через дверной проем. Какой-то мужчина входил довольно поспешно, и прежде чем Таппинс успела предупредить слепого мистера Бланта, он со всего размаха налетел на вошедшего. Последовали объяснения и извинения. У дверей отеля «Блиц» ожидал элегантный ландоли. Герцог лично помог мистеру Бланту сесть в машину. «Ваша машина здесь, Харкер?» — спросил он через плечо. «Да. Как раз за углом. Возьмите мисс Ганг к себе, ладно?» Прежде чем успели произнести хотя бы еще одно слово, он запрыгнул в салон рядом с Томми, и автомобиль плавно тронулся с места. «Деликатнейшее дело», — пробормотал герцог. «Я скоро смогу ознакомить вас со всеми подробностями». Томми поднял руку к голове. «Теперь я могу снять защитный козырек», — приятно заметил он. Его использование было вызвано лишь ярким искусственным светом в ресторане. Но его руку резко дернули вниз. В тот же миг он почувствовал, как что-то твердое и круглое ткнулось ему прямо между ребер. «Нет, мой дорогой мистер Блант», — произнес голос герцога, но голос, который неожиданно стал совсем другим. «Вы не снимете этот козырек. Вы будете сидеть абсолютно спокойно и не сделаете ни единого движения. Вы понимаете. Я не хочу, чтобы этот мой пистолет случайно выстрелил. Видите ли, я вовсе не герцог Блэр-Гаури. Я одолжил его имя для данного случая, зная, что вы не откажетесь сопровождать столь знаменитого клиента. Я нечто гораздо более прозаичное, торговец ветчиной, который потерял свою жену. Он почувствовал, как его спутник вздрогнул.
Это вам о чем-то говорит, рассмеялся он. Мой дорогой молодой человек, вы были невероятно глупы. Боюсь, очень боюсь, что ваша деятельность в будущем будет сильно ограничена. Последние слова он произнес с зловещим смаком. Томми сидел неподвижно. Он не отвечал на насмешки собеседника. Вскоре машина сбавила ход и остановилась. «Минуточку», — сказал лжегерцог. Он ловко засунул носовой платок в рот Томми и натянул сверху его шарф. «На случай, если вы окажетесь достаточно глупы, чтобы подумать о призыве на помощь», — слащаво пояснил он. Дверца машины открылась, и шофер стоял наготове. Он и его хозяин взяли Томми под руки и быстро повели его вверх по ступеням в дверь какого-то дома. Дверь за ними закрылась. В воздухе стоял богатый восточный аромат. Ноги Томми глубоко погрузились в бархатистый ковер. Таким же образом его провели вверх по лестнице в комнату, которая, как он рассудил, находилась в задней части дома. Здесь двое мужчин связали ему руки. Шофер снова вышел, а второй снял кляп. «Теперь вы можете говорить свободно», — приятно объявил он. «Что вы имеете сказать в свое оправдание, молодой человек?» Томми откашлялся и размял затекшие уголки рта. «Надеюсь, вы не потеряли мою полую трость?» Мягко спросил он. «Мне дорого обошлось ее изготовление». «А у вас есть нервы», — сказал собеседник после минутной паузы. «Или же вы просто дурак? Неужели вы не понимаете, что я схватил вас, держу вас в кулаке? Что вы полностью в моей власти? Что никто из тех, кто вас знает, больше никогда вас не увидит? А мы не можем обойтись без мелодрамы?» Жалобно спросил Томми. «Неужели я должен говорить: ах ты, злодей, я все равно помешаю тебе?» Подобные вещи уже настолько вышли из моды. «А как же девушка?» — спросил другой, наблюдая за ним. «Разве это тебя не трогает?» Сопоставив факты во время моего вынужденного молчания только что, сказал Томми, я пришел к неизбежному выводу, что этот разговорчивый парень Харкер — еще один из вершителей отчаянных дел, и поэтому моя несчастная секретарша вскоре присоединится к этому чаепитию. Вы правы в одном вопросе, но ошибаетесь в другом. Миссис Беррисфорд, видите, я знаю о вас все, миссис Беррисфорд сюда не привезут. Это небольшая мера предосторожности, которую я принял. Мне пришло в голову, что ваши друзья в высоких кабинетах вполне могут за вами следить. В таком случае, разделив погоню, они не смогут выследить вас обоих. Один из вас все равно останется в моих руках. Я жду прямо сейчас. Он оборвал речь, когда дверь открылась. Проговорил шофер. За нами не было слежки, сэр. Все чисто. Отлично. Ты можешь идти, Грегори. Дверь снова закрылась. Пока все идет отлично, сказал герцог. И что же нам теперь с вами делать, мистер Беррисфорд Блант? «Я бы хотел, чтобы вы сняли с меня этот проклятый козырек», — произнес Томми. «Думаю, не стоит. С ним вы действительно слепы, а без него вы видели бы так же хорошо, как и я, и это вовсе не подходит для моего маленького плана. Ибо у меня есть план. Вы ведь увлекаетесь остросюжетной беллетристикой, мистер Блант?» Та маленькая игра, в которую вы с женой играли сегодня, доказывает это. Что ж, я тоже устроил небольшую игру, нечто весьма изощренное, в чем вы наверняка признаетесь, когда я вам все объясню.
Видите ли, этот пол, на котором вы стоите, сделан из металла, и кое-где на его поверхности есть небольшие выступы. Я нажимаю выключатель вот так. Раздался резкий щелчок. Теперь электрический ток включен. Наступить на одну из этих маленьких выпуклостей сейчас означает смерть. Понимаете? Если бы вы могли видеть, но вы не можете видеть. Вы находитесь в темноте. В этом и заключается игра «Жмурки со смертью». Если вы сможете безопасно дойти до двери, вы свободны. Но я думаю, что задолго до того, как вы до нее доберетесь, вы наступите на одну из опасных точек. И это будет очень забавно для меня. Он подошел ближе и развязал Томми руки. Затем с ироничным поклоном протянул ему трость. Слепой разгадчик загадок. Давайте посмотрим, сможет ли он решить эту проблему. Я буду стоять здесь с пистолетом наготове. Если вы поднимете руки к голове, чтобы снять этот козырек, я выстрелю. Это понятно? Предельно понятно, ответил Томми. Он был довольно бледен, но настроен решительно. Полагаю, у меня нет ни единого шанса? Ну это, другой пожал плечами. Чёртов изощренный дьявол, не так ли? Проговорил Томми. Но вы кое-что забыли. Кстати, могу я закурить сигарету? Моё бедное сердечко так и стучит, тука-тук. Вы можете закурить сигарету, но без фокусов. Помните, я наблюдаю за вами с пистолетом наготове. Я не цирковая собачка, сказал Томми. Я не делаю фокусов. Он вытащил сигарету из портсигара, затем нащупал коробку со спичками. Все в порядке. Я не ищу револьвер. Вы и сами прекрасно знаете, что я не вооружен. И все же, как я уже говорил, вы кое-что забыли. Что именно? Томми достал из коробки спичку и приготовился ее чиркнуть. Я слеп, а вы видите. Это признано. Преимущество на вашей стороне. Но, предположим, мы оба оказались бы в темноте, а? Где тогда ваше преимущество? Он чиркнул спичкой. Герцог презрительно рассмеялся. Думаете выстрелить по выключателю света? Погрузить комнату во мрак? Это невозможно сделать. Именно так, ответил Томми. Я не могу дать вам темноту. Но крайности сходятся, знаете ли. А как насчет света? Произнеся эти слова, он поднес спичку к предмету, который держал в руке, и бросил его прямо на стол. Ослепительная вспышка заполнила всю комнату. Всего на минуту ослепленный интенсивным белым светом герцог зажмурился и отшатнулся назад, опустив руку с пистолетом. Он снова открыл глаза и почувствовал, как что-то острое колет его прямо в грудь. «Бросьте пистолет», — приказал Томми. «Бросьте его немедленно». Я согласен с вами в том, что полая трость — довольно дрянная вещь. Поэтому я не стал ее покупать. А вот хорошая трость-шпага — очень полезное оружие. Вы так не думаете. Почти такое же полезное, как магниевая проволока. Бросьте пистолет. Подчиняясь необходимости, вызванной этим острым наконечником, мужчина выронил оружие. Затем со смехом он отскочил назад. «Но преимущество все равно на моей стороне», — насмешливо сказал он. «Ведь я могу видеть, а вы — нет». «Вот тут-то вы и ошибаетесь», — произнес Томми.
Я вижу просто отлично. Этот козырек — фальшивка. Я собирался произвести впечатление на Таппинс. Сделать для начала парочку промахов, а затем выдать кое-что совершенно потрясающее ближе к концу обеда. Черт возьми, да я мог бы дойти до двери и с легкостью миновать все эти выпуклости. Но я не доверял вам и не верил в честную игру. Вы бы ни за что не позволили мне выбраться отсюда живым. Осторожнее. Потому что с искаженным от ярости лицом герцог рванулся вперед, в своем гневе совершенно забыв посмотреть, куда он ставит ноги. Раздался внезапный синий треск пламени, и он на мгновение покачнулся, а затем рухнул как подкошенный. Слабый запах паленого мяса заполнил комнату, смешиваясь с более сильным запахом озона. «Уф-эф», — выдохнул Томми. Он вытер лицо. Затем, двигаясь крайне осторожно и со всеми предосторожностями, он добрался до стены и коснулся выключателя, которым, как он видел, манипулировал тот человек. Он пересек комнату, подступил к двери, осторожно открыл ее и выглянул наружу. Вокруг никого не было. Он спустился по лестнице и вышел через парадную дверь. Оказавшись в безопасности на улице, он со содроганием посмотрел на дом, запоминая номер. Затем поспешил к ближайшей телефонной будке. Последовала минута мучительного беспокойства, а затем отозвался знакомый голос. «Таппинс, слава богу». «Да, со мной все в порядке. Я поняла все твои подсказки. Фи, креветка, приходи в отель Блиц и следуй за двумя незнакомцами». Альберт добрался туда вовремя, и когда мы разъехались на разных машинах, поехал за мной на такси, увидел, куда меня привезли, и позвонил в полицию. «Альберт — отличный парень», — сказал Томми. «Настоящий рыцарь». Я был практически уверен, что он предпочтет поехать за тобой. Но я все равно ужасно волновался. Мне столько нужно тебе рассказать. Я сейчас возвращаюсь прямо домой. И первое, что я сделаю, когда вернусь, напишу внушительный чек в пользу организации помощи слепым «Святой Донстан». Боже мой, как же это должно быть ужасно, не иметь возможности видеть.